Добрый день, уважаемые пчеловоды! Это пасека Лаврова, Витебская область. Сегодня у нас 10 мая. Мы уже как третий день делаем отводки по моей технологии. Отводки делаем от всех основных семей. Сегодня мы вам покажем, как мы это делаем, как мы делаем отводки. Владимир Васильевич, почему вы формируете отводки от всех основных семей? Дело в том, что моя технология опирается на наш природный климат, на погодные условия, на взяток ранней весной, на майский взяток. И это связано с этим и связана моя технология, потому что в мае у нас слабые взятки, и медосбор у нас слабый, небольшой. Поэтому это, главное, происходит из года в год. Я вот, когда начал практиковать свое пчеловодство, я это заметил, что слабый медосбор весной, ну, особенно в мае, он как-то периодически, периодами, может быть, один год, когда потеплеет в апреле, сивы, взяток небольшой, и пчелы накапливают корма, это положительно, но небольшой такой период. В мае, когда цветет одуванчик, сады, тоже, правда, тоже небольшой, могут накопить пчелы товарного меда даже по моей технологии. И связаны именно с этим, потому что когда небольшой взяток, пчелы переходят в роевое состояние, ну, это, конечно, для пчеловода нерационально. Поэтому я так составил свою технологию, что делаю от всех семей отводки. Отводки в этот период, когда небольшой взяток идет, хорошо развиваются отводки, развиваются также и основные семьи, потому что они выводят свящевых маток. По моей технологии каждая основная семья будет выводить себе матку свящевую. И матки должны быть, естественно, качественные. Поэтому этого взятка достаточно. Вот. Но основной у нас взяток это в июле, это сильный у нас медосбор идет в июле. И у меня так получается, когда мы сделаем семьи-медовики к июлю, а это отводок уже хорошо развившийся, основная семья, мы составляем это, много пчел, сильные семьи-медовики, и мы в ограниченное какое-то время, когда идет сильный медосбор в июле, собираем много меда. Вот это связано с этим, что вот я делаю отводки от основных семей вот где-то примерно в начале мая. Хорошо. А почему в позапрошлом году вы начинали делать отводки 2 мая, а в этом году только 8 мая? Ну, тут легко на это ответить, потому что мы, конечно, не ориентируемся при формировании отводков на какой-то календарный определенный день, допустим, 2 мая. Это связано не с этим, связано это с тем, что семьи должны быть подготовлены, сильные семьи для формирования отводков. Сильные семьи должны быть, это будет зависеть от погодных условий и от взятков в природе. Если не будет тепло, не будет хорошей погоды, и в этот период взяток есть ивы, в основном это взяток с ивы, и чтобы семьи накопили углеводных кормов, чтобы потом в процессе делать следующие работы по моей технологии. Ну вот это связано с тем. Сильные семьи должны быть, количество расплода в этих семьях, погодные условия должны быть и достаточно кормов углеводных, чтобы формировать отвод. Понятно. А какая сила семьи должна быть, чтобы начинать формировать отводок от основной семьи? Это тоже очень важно. Ну, кстати сказать, все тут важно. И надо это иметь в виду, что от силы семьи будет зависеть, какой будет сила отвода, как он будет формироваться. Также от этого будет зависеть, как основная семья выведет какую матку себе. Естественно, сильно, хорошо
развивающаяся семья. На сколько рамок должно быть расплода в этой семье? Здесь должно быть не менее 8 рам расплода. Когда мы начинаем формировать отводки, тут мы уже следим за этими семьями, как они развиваются, сколько там расплода, не менее 8 рам. А если больше, это хорошо. Корпус мой рассчитан на 12 рам, вот возьмите. Если 8 рам, то получается еще 4 рамы, это должны быть с медом. Но это минимум 8 рам не должно быть. А хорошо, если будет 9, 10, 11. В основном мы опираемся на те семьи, где уже 10 рам расплода, даже 11. Вот мы вам покажем сегодня, вот какой силы эти семьи. Вот зависит именно от количества расплода здесь. Важно. Ясно, ясно. А почему важно, чтобы был запас меда в семье? Ну, я уже говорил, что если не будет углеводного корма и белкового корма, то, ну, как мы разделим, как мы сформируем отводок? Туда переносятся 2 рамки с кормом в отводок. Отводок, он первое время, там, недели 2 будет, пчелы будут плохо работать в поле, вылетать, поэтому там должна быть и водичка мы наливаем. Эти 2 рамки с кормом должно быть. И в основной семье, семья же будет выводить себе матку свящевую. И чтобы она была качественной, должно быть достатки углеводных кормов там, белкового корма. Тогда у нас в семьях будут хорошие матки. И в последующем эти семьи будут хорошо развиваться. Матка будет хорошо откладывать яйца. Ну и последующая потом подготовка осенью к зиме. Все это будет зависеть от того, какого качества матка. А это будет зависеть, сколько кормов там, понимаете? Поэтому вот и я тут и связываю, что природные условия должны быть у нас. И погодные условия, чтобы где-то в апреле, когда цветет ива, и там в начале мая, чтобы пчелы могли накопить этих кормов. Вот мы и ждем. Если не будет этих кормов, мы не начинаем формировать отводки, понимаете? Вот в этом году так и получается, что мы не могли 2 мая формировать, потому что не было погоды, пчелы не могли лететь в поле, а ива цвела, и можно было взять взяток, но не было погоды. Ждали, как только погода появилась, пчелки полетели, буквально за 2 дня привес там до 10 килограммов был. Они уже успели накопить углеводных кормов. Вот и начали мы делать только спустя вот которое время, сегодня 8-го начали делать, сегодня 10-е. Ну, это не говорит о том, что мы опаздываем по своей технологии от той программы, которую мы заложили. Это мы не опаздываем. Вот у нас есть тут 2 недели такой период, 2 недели, когда мы не будем опаздывать по технологии, мы справляемся. Понятно, хорошо. А почему вы делаете отводки не по порядку по пасеке, а по специальному списку с пасечного журнала? Ну, это же дело в том, что не все семьи одинаковой силы, хотя мы стараемся, чтобы не было слабых семей. Я и пчеловодам рассказываю, что если весной мы вышли из зимовки слабой семьи, их лучше объединить, чтобы они потом хорошо развивались. Но, тем не менее, каждая семья отличается от другой семьи. У одной уже к этому времени там 11 рам расплода, у другой 10, у третьей семьи там 9 рам расплода, понимаете? Поэтому мы так в пасечном журнале отмечаем те семьи, а мы же их расширяем, мы же ухаживаем за этими семьями. Мы видим, какого развития они имеют. Сильные семьи, которые много пчел, где расплода больше, естественно, мы в первую очередь их делим, потому что они будут уже как бы в предраевом состоянии, а мы же не должны этого допустить. А уже менее слабее, я не говорю, что они слабые, они, ну, возможно, у них 10 рам расплода, значит, они уже во вторую очередь. А уже в третью очередь, там вот сегодня мы делаем там семьи, которые немножко слабее, которые мы делали
в первую очередь, понимаете? Но они все сильные, хорошие семьи, но все равно надо очередность, очередность строить такую, чтобы сильные семьи в первую очередь, потом слабей, слабей. Ну и все, концовка у нас потом через некоторое время конец проходит. Хорошо. Спасибо. Я вам примерно рассказал, как мы строим эту работу весной. Теперь мы вам покажем, как мы проводим формирование, что мы делаем, как мы формируем отводки. Формирование отводков мы начинаем с подготовки корпуса для отводка. Мы это делаем заранее, примерно за неделю на всех семьях. Ставим подставки, корпуса. Достаточно одного, естественно, корпуса, чтобы он был полный. Это сильный отводок будет. Тогда уже перед главным взятком мы будем уже составлять с основной семьей. Что для этого нужно? Нужно утепление должно быть, пенопластовая, доска ограничительная, прилетная доска. И надо отметить, чтобы литок был почти полностью закрыт. Мы это делаем. У меня есть поролон. Кусочками поролона мы литок закрываем, только оставляем примерно проход на 2 пчелы. Это важно, потому что пчел там будет мало. Летные улетят, останутся только нелетные, молодые пчелы, их будет немного. И надо, чтобы согревался само гнездо, эта отводка согревалась. Поэтому максимально утепляем, сокращаем литок. Подготовили корпус. Дальше открываем основную семью. Видите, холстик сверху. Мы дымом не пользуемся. Стараемся так тихо. Я вам рассказываю, поэтому так голосом, может, я не взволную. Но мы это все делаем тихо. И подготавливаем рамки. Значит, рамочка пойдет в отводок. Хорошая рамочка. И напырскали водички сюда. Вода должна быть в отводке. И подготовили 4 рамки для основной семьи. 4 рамки суши. Вот они стоят. Ввожу в переносном ящике сушь. В следующей семье поеду с этим ящиком. Когда мы 4 рамки, 2 расплодные рамки на выходе, закрытый расплод, переставляем в отводок. И 2 медовые рамки тоже сюда переставляем. Освобождается место для 4 рамок. Ставим сушь в основную семью. Так. Подготовили и начинаем работать. Значит, подхожу с той стороны, где будет у нас солнце. Вот у нас утро, солнце у нас с восточной стороны, днем будет с южной. И располагаем отводок с южной стороны, чтобы он прогревался, стенка прогревалась. Отводку будет теплее. Заходим с южной стороны семьи. И очень спокойно, тихо открываем улочки. Вот у меня планочки. Мне они очень помогают, когда я формирую отводки. Отводки закрываю планочками. И вот в данном случае мы открыли, передвинули. Крайняя рамка у нас должна быть с медом. И мы ее вытягиваем вместе с пчелами. Быстренько так просматриваем. Она с медом. У нас редко где на крайней рамке будет расплод. В основном она с медом. И быстренько просматриваем. Может, матка случайно. Обычно она не заходит сюда, но всякое может быть. Мы быстренько просматриваем. Даже если мы пропустим ее, вот видите, здесь и перга есть. Вот даже немножко есть трутневый расплод, уголок. И мед. Значит, вот такая рамка для отводка должна быть обязательно. Мед должен быть. Перга, углеводный мед и белковый. Мы не закрываем. Пчелки пускай вылетают, летные пчелы. Они все равно вылетят. И дальше. Следующая рамка должна быть уже расплодная. Ищем рамку
расплодную закрытую. Вот она на выходе. Видите, пчелки выходят, вот уже выходят. Вот они, видно, они выходят. Вот по краю хорошо видно. Покажи. Держи, покажи. Вот пчелка выходит. Так, вот пчелка выходит. Видите, то есть расплод должен быть на выходе. Здесь, правда, немного такого расплода на выходе с этой стороны. Но она еще пойдет. Следующую рамку мы лучше выберем. Это еще пойдет. Кстати, мы так показали, но мы не просмотрели ее основательно. Надо все-таки просматривать. Мы же матку ищем. Надо вот так. Матки у нас не мечены. Я уже объяснял, что нерационально нам метить маток. Мы все равно ищем быстро. И сразу закрываем. Так, ищем матку. Эта рамка у нас с открытым расплодом. Вот мисочки уже есть. С открытым расплодом мы ее ставим вот в этот отсек. Потом мы пчел отсюда струсим сюда. А там на рамка с открытым расплодом, там много молодых пчел. И они останутся в отводке. Так, смотрим, ищем матку. С одной стороны. С другой стороны. Эту рамку мы вот в третий отсек. Это рамка, которая, ну, на всякий случай. Она немножко мешает нам тут. Так, теперь нужно нам поставить с краю сушь. Во всех семьях я ставлю с краю сушь. И сушь светло-коричневая, потому что в основной семье она останется у нас. Так, поднимаем. Ищем матку. Вот мы вдвоем быстро с одной стороны смотрим и с другой. Ну, здесь тоже расплод. Это на выходе. И оставляем здесь. Одна рамка у нас. Вот рамка с закрытым уже. Вот эта рамка неплохая. С закрытым расплодом почти на выходе. Мы ее ставим сюда. Вот у нас уже две рамки с закрытым расплодом. Одна на выходе. Сюда еще нужно медовую рамку. Она будет в конце. Неплохая тоже. Видите, рамка с расплодом закрытым. Вот. Она остается у нас в этой семье. В основной семье должно быть много меда, пчел, потому что они будут вводить свящевую матку, поэтому чем больше пчел. Вот у нас здесь и закрытым расплодом, и открытым. Так.
Так, Быть осторожно, может быть. здесь может быть матка. Может быть. Ну вот, матку мы нашли. Держи. Ну вот, вот маточка бегает, видите? Маточка неплохая. Вот здесь вещевая маточка. Маточки хорошие получаются. Я потом покажу, как я добиваюсь еще эту маточку. Маточник, как определяем. Я потом покажу, чтобы матки были качественные. Значит, что я делаю? Я беру Я потеряла ее. с той стороны. Уже перешла. Эту сторону. Значит, вот она. Держишь? Хорошо. Я ее беру и переношу в улочку и слежу, чтобы она пошла вниз в улочку. Все, она там. Так, маточку нашли. Когда маточку нашли уже, все, тут уже можно пользоваться дымом. Составить рамки. Так, эту рамку с закрытым расплодом я оставляю с краю. Здесь с яйцами она пойдет внутрь. Ну и медовая с медом. С медом, да, она с медом мы переносим в отводок. И сушь с водой тоже переносим в отводок. Закрываем. Эта рамка у нас переносится сюда. Рамка запасная. А вот две рамки нужно стряхивать. Ну, смотрим. Если взяток есть, будет литься с рамок, значит, мы потом аккуратненько сметками. Ну, пока вот сильно не льется, поэтому мы... И улочками все закрываем. С краю 3 рамки суши ставим. Можно темную сушь ставить. Она перенесется позже в отвод. А на место потом мы сюда поставим вощину. Смести. Так, у нас тут плотно. Немножко.
Внизу оставляю немножко проход, чтобы пчелы могли зайти. Сверху накрываем холстиками, утеплениями, там, подушками, кто чем может. Ну вот, видите, вот так мы сформировали отводок. Так. И основную семью тоже мы утепляем сверху, потому что пчел стало меньше здесь, хотя отсюда пчелы летные, они перелетят туда, здесь останутся молодые с расплодом. Желательно, чтобы расплод здесь был закрытый на выходе. Вот одну рамку мы на выходе сделали, пчелки будут выходить, буквально день-два они выйдут. И, значит, уже будут обогревать расплод тот вторую рамку. Там еще не на выходе, но вот-вот начнет выходить. То есть вот это мы учитываем, чтобы не погиб расплод, а отводок был полноценный, развивался хорошо, тепло, не болел. Вот на это надо учитывать. Корма, белковый корм, углеводный, все это мы учитываем. Все, до свидания. Не забывайте, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Лето впереди. Буду стараться. Хотя есть трудности у нас. Вот. Реклама плохо дается. Плохо деньги переводятся. Невозможно перевести. Но, тем не менее, будем работать. Не забывайте только подписывать, поддерживать меня, подписываться. Ставьте лайк, не жалейте. До свидания.